Друзья, сегодня поговорим о том, как все мы ждем перемен и всматриваемся вдаль, что кто-то придет к нам и изменит нашу жизнь, сделает нашу жизнь счастливее и лучше. Ведь так на самом деле обстоят дела. И я приглашаю вас сегодня открыть вместе со мной книгу Ветхого Завета. Прочитаем историю, которую мы можем применить в своей жизни, или, скажем, увидеть себя, узнать себя, как мы поступаем сегодня с вами. Первое Царств, 8 глава. Небольшая предыстория. В это время, когда мы будем читать, Бог напрямую через своего пророка руководит своим народом, через пророка и старейшин. Но вот приходит момент, когда старейшины вдруг захотели чего-то иного, другого в своей жизни. И они приходят к пророку Самуилу. Итак, 1 Царств, 8 глава, стих 4. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Как вам такая просьба? Поставь нам царя, как у прочих народов. Как это напоминает нас с вами, когда мы смотрим сегодня вокруг на соседнее государство или на далекие, которые далеко за океаном от нас находятся. И нам всегда кажется, что мы живем хуже всех, а вот там где-то, вот там вот намного лучше. И нам, может быть, нужны такие руководители, или такой царь, или такой король. Поставь нам царя. Знаете, это, как всегда, мы смотрим на соседа, и кажется, что у него трава зеленее, чем у нас, а вода в колодце всегда слаще. Поставь нам царя, как у прочих народов. Вот такая просьба. И реакция Самуила, далее читаем. 6 стих. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу». Пророк не торопится, он молится и, конечно же, хочет услышать слово от Бога. Что же Бог скажет на эту просьбу? И Бог, на самом деле, очень удивительно отвечает. Мы сейчас прочитаем, почему удивительно. 7 стих. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». В чем удивительность Бога, что Он не читает народу своему нотации, Он не говорит длинную речь, Он не обижается, Он не гневается. Он просто говорит пророку: послушай народ, вот как они хотят, так и сделай. И я здесь, конечно же, вижу любовь Бога, что Он никогда не решает через силу, никогда не пытается кого-то, знаете, поломать силой или убедить кого-то своей силой, своим всемогуществом. Он говорит: ну, у вас есть выбор. Вы хотите царя? Пожалуйста. Но вот еще что он говорит. Он просит, чтобы Самуил объявил, какие же будут права царя. Вот смотрите, мы далее читаем. 9 стих он снова повторяет, Бог пророку: «Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Стих 10. «И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал: вот такие будут права царя, которые будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его,
и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и нести войны наши. Смотрите, как грустно сейчас осознавать, что у народа уже был царь на самом деле, ведь Бог назван царем царей. И они буквально отрекаются от Божьего руководства и решили смотреть на другие народы и говорят: нет, нам Бог не подходит. Мы выберем себе другого царя, это будет человек. И действительно, Господь соглашается, говорит: выберите. Там дальше идет история, когда они избирают первого царя Саула. И жизнь не стала лучше, а можно сказать, даже стала хуже. Как это напоминает нас с вами, когда мы всегда ждем, что кто-то придет и изменит нашу жизнь. И сейчас я хочу, чтобы мы вспомнили, что Христос пришел на землю как Царь царей, как Господь господствующих. Но не для того, чтобы изменить нашу жизнь снаружи, вот здесь вот, поменять что-то, а пришел, чтобы изменить наш внутренний мир, наше сердце, наши мысли, нашу душу. И было время, когда народ, который был вокруг Иисуса, они видели, что Христос – это идеальный кандидат на пост короля, на пост царя израильского. Потому что, как мы знаем, вот случай есть в Евангелии от Иоанна, когда Иисус накормил, 6 глава, накормил 5000 человек. И вы знаете, что произошло после этого? Его хотели сразу же, вот буквально весь этот народ, толпы народа, хотели привести в Иерусалим и поставить его царем, сделать его царем. Прочитаем это место с вами, стих 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его, для чего взять его, и сделать царем, опять удалился на гору один. Как только Христос увидел намерения людей, как написано в оригинале, что они буквально хотели его схватить, чтобы привести в Иерусалим и поставить на царство, он покидает весь народ и остается в одиночестве. Первое, он знал, что он уже царь. Ему не надо было становиться царем над каким-то государством или страной. Он уже Господь господствующих. И второе, его миссия заключалась не для того, чтобы стать земным царем. Он говорил всегда: царство мое не от мира сего. А нам говорил, что царство Божье внутрь вас есть. Он пришел для того, чтобы изменить внутри нас наш внутренний мир, наш образ мысли, изменить наше сердце, нашу душу, чтобы мы жили иначе, не потому, что что-то изменилось снаружи нас, в этом физическом мире, потому что мы стали, как написано, новым творением в Иисусе Христе. Друзья, вы жаждете перемен? Начните с себя, и Христос вам в этом поможет. Он пришел для этого, чтобы изменить нас. Пригласите его в свою жизнь, начните молиться, и вы увидите, ваш мир преобразится. Всегда ждем ваши телефонные звонки. Пишите, звоните. Божьих вам благословений. Увидимся через 1 неделю.